Бочка. Чуть-чуть. Ты же хочешь молочко? С молочком. Ну, возьмите, кушайте. Бочка, иди кушай. Соня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Черечный хутор, где семья живет в лесу. Такое дело, последние дни мы видео особо не снимали. Потому что это был не черничный хутор, это была какая-то жужжащая стройплощадка. Тут гудела техника, кипела работа. Не было времени даже взять камеру в руку. Но сейчас зато есть много что показать. Тут, пока трактор работал, Валентина дочистила всю пленку. А Валентина всю пленку отдирает. Причем посмотрите, что тут валяется. Защита от лещей, комаров. Сидит в теньке. Спрей. Опять красила этот наш дровник. Наверное, так удобнее, правда? Да. Все течет на голову. Вот этот песок насыпется вокруг нашего гаража. То есть вокруг гаража надо снять вот такой слой грунта и обсыпать песком, чтобы потом ложить тротуарную плитку. Да, еще это не успели сделать. То есть сегодня просто тракторный перерыв. Сегодня выходной, поэтому хоть можем видео поснимать, хоть услышать звук птиц. Вот тут надо будет все снять под навесом и этот песочек сюда. И потом уже тротуарная плиточка. Индюшата, цыплята, все на месте, никто не погиб. Дик загнал павлина на дуб.
А почему же все-таки я кормлю животных возле дома, а не возле гектара? Пришлось электропостук разобрать. Пошли покажу. С нашего сарая весь грунт доставали и тут равняли территорию, каждую низинку. Чернозем никуда не увозим, сразу по местности, в низинке выравниваем территорию. Я все дни стоял как помощник возле трактора. Трактор не мог 20 сантиметров близко к фундаменту взять. Пришлось кувалдой оббивать эти сопли и вручную откидывать эту землю. А потом сюда завозили песок. Весь фундамент засыпан уже специальным песком. Его надо проливать водой, его надо специально утрамбовывать. А вокруг фундамента выкопана еще траншейка такая метровая. И сюда надо тоже, вот песок еще есть, тоже сюда песок по кругу разводить, развозить. Да, все не успели сделать, не успели еще вот этот грунт поравнять, не успели еще выкопать котлованы для канализации. И Валентина, конечно, уже даже добилась своего в будущем огороде. В нашей овчарне ворота должны вот здесь вот выходить. И здание бы некрасиво смотрелось, когда перед ним теплица. Мы уже давно приняли решение огород тогда перенести вот в эту сторону, где, примерно где трактор стоит. Вот. И везли песок, а я спрашиваю, я говорю, а может у вас и чернозем есть? Говорит, да, есть. И прицеп еще чернозема привезли для будущего огорода. Поэтому уже еще и за огород взялись. У меня уже голова разрывается. У нас гараж, дровник, огород, сарай. В деревне немедленно работает. Помидоры цветут. Теплица все хорошо. Не хочу вот сюда стесняешься. Стройка стройкой, но зрителей же интересует, как там утята. Мы уже и расстроились, уже и отошли, и остыли. Но вот, осталось трое. Причем так интересно, каждый день по одному пропадает. Один день 5, второй день 4. Потом уже смотрю, они уже такие большие, уже вообще холода не боятся. В 22:00 привожу ряски, насыпаю, все, 4 штуки. Думаю, да, завтра утром покажу зрителям, что осталось 4. Зрители подумают, что сдохло именно 2 утенка, которых я от индюшки кинул. Думаю, ну ладно, пускай думают, что хотят.
В 6 утра привозят песок, ну потому что ночами было тогда запрещено, днем запрещено возить, именно утром до 6 утра. В 6 утра привозят, смотрю, уже 3. То есть, ну, вот как с 22:00 вечера до 6 утра, где они могли пропасть? Дохлых вокруг не плавает. Кто их крадет, кто их ворует, кто их кушает, то ли самы, то ли коршун прилетает. Но это дикая природа. Если бы дикие утки тоже размножались и никто не погибал, то человеку бы пройти негде было бы. Поэтому я этот домик сношу. Я по-любому летом, когда будет лето, будет мелко, я его снесу отсюда, уберу. И если у нас будут утки, а я сомневаюсь, то пускай несутся в сарае. Они вот так вот. Они предназначены сами себе. А в дикой природе выжить вот такому крохотному существу очень тяжело. И то из этих 3 один почему-то хромой, хотя до этого не хромали. Пока разгорожен электропастух, то гуляют где хотят. И то, как они гуляют. Из-за того, что много комаров резко выбегают, наедаются травы и быстро забегают назад, потому что их комары кушают. Посидели часик, опять выбегают быстро-быстро. То есть у них такая жизнь. Нет, они не сидят, не лежат на солнышке, не наслаждаются. Майка сейчас главная в стаде. И когда выпускаешь, она их ведет сразу. Вот, повела к индюшатам, потому что знает, что там сейчас от индюшек осталась еда. Потом к собакам поведет проверять, или у собак не осталось собачий корм. Очень овцы хорошо едят собачий корм. Видите, она их всех ведет сейчас. Потом поведет, вот сейчас собачьему корму, потом поведет их смотреть, или за свиньи, может, не доели, проверять еду. Вот, сейчас за свиньям смотреть. Чух-чух-чух-чух, побежала. Так, свиньи, наверное, не доели, надо проверить. Оп-оп-оп-оп-оп. И вот она вот сейчас среди овец самое главное. Все, значит, что-то бочка не доела. О, я не закрыл еду сверху. Ну кушай, белка, тебе можно. Никому нельзя, а белке можно. Сразу иди к жмота включил, пошел. А Майка уже думает, так, куда повести стадо, и все за ней. Сейчас побежит к собачьей миске, смотри. О, побежала уже. И уже когда посмотришь, что у индюшат нету, у свиней нету, у собак нету, тогда уже поведет их в стадо уже на пастбище траву есть. Ну как ты так дышишь, а? Что-то мы не можем ее все никак вылечить. Тяжело дышит, это скорее всего пневмония. Покашливает наша Агаська. Вот тебе витамин. Давай в ту ногу антибиотик. Сможешь или нет? Да, вот, смотри. Вот уже смог. Только если она меня сейчас увалит, чтобы она меня не ударила никакого. Как тебя, Гаська, вылечить, а? Ты ж помрешь. Ты баран, что ли? Ты чублер баран?
разлилась темненькая. Ваня, тебе дедушка звонил? Да. Что говорил? Окучивать картошку надо. А мне, говорит, дерево пилить надо. Ну что, опять в Урасанчево едем? Да, поехали. Будет доделывать. Поехали, поможем. Ну давай съездим, поможем, а завтра утром или сегодня вечером, если быстро справимся, туда надо доделать все равно дровник. То есть надо там и там успеть. Как всегда, убьем 10 зайцев. 20 зайцев убьем, 20. Привет, мама. Да, привет. А мы тебе подарок несем. Да? Какой? Вот ты жалуешься, что у тебя клубника не растет. О, точно слабенькая. Ой, Дима, я ее уже и подкармливала 3 раза. И поливаю каждый день. Она горит и все. Прям на кусту горит. Представляешь, такой солнцепек, горит и все. Там еще ничего. Это, мама, не просто капельный полив. Да. Это сразу будет поддерживать клубнику. То есть оно будет сразу, сейчас я тебе покажу. Все, сейчас мы с тобой все это сделаем, и у тебя уже будет клубника классная. Смотри, оно будет сразу такая подставочка, и, Класс. и клубника будет не будет лежать на земле, как здесь. Какой пышный омлетик такой. Это с яйца? Он не сладкий? Нет, конечно. Вы к вашей диете, не волнуйтесь. Вот такой. Давай, сейчас наедимся, тогда мы точно ничего не сможем делать. Так, ножик еще дать, да? Сейчас мы это с тобой распакуем и это установим. А что ты тут делаешь? А вот хочу цветок посадить. Это пеларгония. Или герань ее называют. А она что, не комнатная Она растение? комнатная, но она может расти и в цветнике. Она тут мучится, видишь, тоже на окнах такая солнцепека. И я ее хочу высадить вот сюда. Сейчас полью. Земля, конечно, тоже очень сухая. Дождя давно не было. А если был, то маленький. Надо только полить, поколоть немножко. И я его пересажу. Валь, я когда сюда прихожу, мы здесь прожили, наверное, лет 10-15. И так, как будто из прошлой жизни какой-то сон. И я вспоминаю, вот эти сосенки садили мы вот здесь. А я думала, как у тебя как все родное, а у тебя как сон. Очень все как нет, как в прошлой жизни. Как На тот дом приезжаем, на который мы строили. Мы вообще ходим там как чужие, и как дом как будто вообще не наш, даже ни на секунду. Не привыкли еще. Да. Он как будто чужой какой-то. Мы в лесу, скажи, заезжаешь домой, и ты дома в лесу. Да ты что? Ну еще не привыкли, значит. А так вот эти вот, это растение, мам, а чего надо его прополоть?
Я знаю, там пропололи, а здесь не успеем. Эти сосенки, вот это мы все садили раз. Дождя нету, каждый день поливала, и каждый Слышь, ну вечер они не поливала, погибли. поливала, и работа стоит вся. Здесь когда-то была целина. Вот эту землю мы с папой обрабатывали, просто настоящее было поле. И вот тут вот еще даже до сюда раньше картошка росла. И потом потихоньку мы сокращали. И здесь вот так вот полукругом таким сделали. Вот так вот. Красиво. И сейчас мама с папой уже на пенсии. Они уже такой огород большой не тянут. Но все равно целину папа не запускает. Да. Потому что ее так трудно было разработать, что их сейчас жаба душит. И их приходится обрабатывать. Не хочет. Но с одной стороны, что нам, пенсионерам, делать? Хоть какое-то развлечение. Так какое развлечение на 20? Тут участок почти 30 соток и 20 земли, 20 Нет, Дима, обрабатывать мы земли. лишнего не садим, только себе. Мы с Валентиной садили ее когда-то. О, а эту вы уже обрезали даже, да? Смотрю, Да, папа обрезал. эту обрезали. Мы все разные посадили вот так вот по кругу. Вот еще такая сосна. Карликовая. Вот такая. Ну, у нас тут, я не знаю, может, я уже по другим цветам прошелся. Эту надо прополоть срочно. А вот еще такая вот есть. И такая. Декоративные, красивые такие, да? Два Ивана. Давай, окучивай. Раньше я был вместо Вани, сейчас у меня Ну, это. Ванька молодец, помогает, умница. Чтоб мы без него делали. Ну что, давай открывать. Это, мама, готовый капельный полив. Фирма Цикл его производит, но под брендом Жук. Как? Жук. Жук. У нас даже есть опрыскиватель Жук. Очень известный бренд, садоводы его знают. Он лидер по производству садовых всяких таких вот прибамбасиков. Вот, смотри. Видишь? Жук, забота о растениях. Вот. Это специально для клубники. Ну, рассказывай. Будет удобно, что не будет размывать растения. И смотри, и каждая ягодка будет лежать вот, не будет вымываться не будут как корни, а ягоды будут лежать не на сырой земле, Класс. а вот на таком вот. Да, я видела на картинке, так, Вот смотри, оп. такая корзиночка. Сейчас мы все наденем. Ты говорила, ничего не продаешь. Сейчас сделаем клубника, у тебя будет столько клубники, будешь на рынке стоять. Осенью засажу плантацию, да? Да. Видишь, еще одна причина, почему у тебя она слабая. Она очень густо насажена. То есть надо было, вот видишь, даже мы вот здесь ее не поставим, надо вот здесь, вот через одну будем вставлять. 50 на 50. Я в следующий раз так посажу. А так У очень, меня просто здесь вот расстояние большое. да, а здесь загусто. В комплекте идет полностью все, кроме бочки. Клубнику надо поливать теплой водой, не со шланга, поэтому любую бочку на участке, я думаю, люди найдут. А в бочку вкрутить просто вот такую резьбу со штуцером. И с нее уже будет подаваться вода. Шланг надо размотать. Ого! Даже фирменный шланг. Жук.
Получается, вот это надо к бочке прикрутить, а вот это фильтр. Тоже фильтр надо будет надеть. Давай я здесь покажу из забора. Деда. А я его 2 недели назад косил. Давай, знаешь что? Здесь будешь жужжать нам. Давайте на тот дом это завезу. Там уже трава опять по колено. Пошли там. Давай. Поехали, сейчас я завезу туда. Как ты быстро все это окучил. Погнали туда. Тут работы на часа 3-4. Но мы через час с тобой заедем. Покушаешь, завезем покушать и опять увезем тебя. Сейчас я завезу. Бери воду, пошли воду домой занесешь, то прохладней. Ты что, если будет жарко, то заходи домой. Ты ж тут не был ни разу. Уже надо раздуваться. Видел плитку? Не видел. А еще и потолки сделаны, стены сделаны, полы сделаны. Вот гляди. Не только развиваться. О, это классно. У нас только косяк. Мы сделали полы. Посмотрите, во всех комнатах уже. Красиво, правда? Нам очень нравится, что мы по диагонали начали. Вот. Намного лучше, чем было ровно. И всего лишь нам пришлось докупить 2 метра квадратных. Даже если, подождите, нет, упаковку, в которой 2 метра, и одну досочку. То есть всего лишь на одну упаковочку больше пошло по диагонали. Зато намного красивее. Или ты сам себя успокаиваешь, мне красивее так. Но плинтуса, короче, прикрепили и опять открутили, потому что тоже косяк. Вот так вот они были. Красиво? Да. Вроде красиво, вроде бы подходит, да? Только дырки пооставались. И все, мы начали ложить, все как положено, идем и приходим сюда. Углы-то у нас не 90 градусов. И получается, уголки не подходят. Причем здесь у нас 2 двойных арки, не подходят нигде. И вот тут не подходят, не внутренне. Не тут. Не тут. Короче, не тут. Вообще нигде не подходят. И вот поэтому в этих комнатах, то есть 1, 2, 3, мы заказали не такой ламинат, перезаказали. Плинтус не такой. Да, не такой плинтус. Видишь, когда сдолбанный, как говорю. В общем, есть наличник для дверей, такой белый, широкий. И вот когда мы заказали, чтобы одновременно с этим наличником, вот как белым широким, приехал такой же и плинтус белый широкий. И тогда он здесь зарезается без этих уголков. Он просто так зарежется и все. Вот. А этот плинтус, чтобы не выбрасывать, мы его установим только вот в этой комнате тогда. Вот в этой. Тут арок нету. Вот. Ну а так все. Заноси мебель. А мебель уже вся заказана. Считай, вроде бы построили несколько домов, и все равно вот делаешь, переделываешь, делаешь, переделываешь. На ровном месте, да? Так, интуитивно все понятно, без инструкции, но мы в инструкцию подглядываем. Вот получается вот так вот. Здесь в магистральном шланге протыкаешь дырочку, втыкаешь вот это в это отверстие, и получается вода капает на левую клубничку, на правую клубничку, на левую, на правую. Поэтому эти сейчас пока соединяем так. Оп.
Я так, разобравшись с этим набором, понимаю, что если вот без этих подставок, то можно и завести его и под помидоры. Можно его сделать не обязательно из бочки, но и даже из водопровода. А вообще у жука именно есть даже такие же поливы специальные для водопровода. Есть специальные такие же поливы с таймером. То есть когда вы... Там всего лишь батарейка какая-то вставляется, а вы уже автоматически нажимаете режим, и у вас, например, будет помидор поливаться каждые 72 часа по 5 литров под каждый помидорчик. То есть можно регулировать даже. Но у нас набор именно клубника, именно из тары, из бочки. Вот здесь водичка будет так капельками идти и поливаться именно под кустик, и никуда в другое место. Поэтому клубнике будет хватать влаги, а если рядышком какой-то сорняк, ему будет не хватать. Поэтому получается, сорняк будет сохнуть, а клубника давать плоды. Дима, мне нравится. И бочка нравится, на вид не портит. И эти кувшинки, они как светофорчик. Посмотри, какой огород нарядный стал. Мамуля, Да. мы же еще ничего не начали делать, тебе уже все нравится. А мне главное эстетика. А эти бочки, не знаю, у каждого региона свои бочки. У меня таких тоже дома 10 штук. А почему здесь дырка? Это ты специально? Да. В таких бочках в Беларусь поставляются оливки. Оливки? Вот. Да, и потом они уже продаются здесь в Беларуси, эти бочки. А потом их, бочки, потом да, оливки фасуют, да, по баночкам потом. и все. Поэтому сейчас мы сюда вот вставим этот. Залезаем, ты будешь как Буратино. Как Буратино косточкой. Помнишь? Фильм такой Буратино был. Шутка. Это же бочка будет на постоянке. Я смотрю, там столько много всего запчастей, и так много все взаимозаменяемое. Вот даже такой штуцер можно в магазине купить. И даже и когда у тебя клубника пройдет уже сезон, да, ты это все папа за 10 минут переставит все в теплицу, эту всю систему, и у тебя будут помидоры с перцами поливать. Но вряд ли папа это уже сделает. Позовешь сыну своему, у тебя много сыновей? Один. Один сынок и 2 доченьки. Лапочки? 2 лапочки, дочки. А как там сыночек и лапочка-дочка, тут 2 лапочки-дочки, один сыночек. Вот, можно было возле самого дна, но все равно тут же нормальной воды. Просто, чтобы грязь потом сюда не попадала, пускай на дне оседает, это раз. Во-вторых, все равно теплой воды пускай всегда чуть-чуть остается. Вот. Сейчас все подсоединим. Вот тут всегда стационарно будет она установлена, стоять. Красота. О. Тоже мелочь, а приятно. Вот стрелочка. Это специальный фильтр, чтобы потом этот капельный полив не забивался. Вот. Потом ее промыл в воде и все. Раз стрелочка в ту сторону, значит его так устанавливаем. О! Если бы у нас клубника как-то по-другому росла, даже еще отсюда пошла в ту сторону, то тут можно было бы пустить такое разветвление и упустить в одну сторону, в другую сторону. Но у нас грядка ровненько, поэтому больше ничего и не надо. В комплекте вот разветвлений, то есть я могу его пустить в разные стороны. Причем в ту сторону захочу буду не поливать, а другую сторону поливать. Но у нас одна грядка длинная, поэтому мне это все не надо.
Что это? Томатный сок со сметаной. Надо только помешать хорошо. А, Валя, тебе. класс. Ну попробуй. Не, так я люблю, ты что? Ну давай. Это ж вкус детства, сметана. Но ты сольки не дала? А тут хватает соли. Ну посмотри. Скажи, чего не хватает. Как? Утоляет жажду? Валя, это твой. Спасибо. Все, мама, напускай воду. Пока будет вода напускаться, мы установим вот эти вот шланжики. Если, мама, у тебя были грядки далеко от воды, то тут даже в комплекте идет шланг. Да ты что? Ну, уже пригодится на другие нужды тебе. Класс. Смотри. Да. Все делаем, да? Проводки. Вот смотри. Знаешь, что это? Я тебе не показывал. Видишь, вот здесь водичка. Ну да, вижу. Значит, вот столько в бочке. Как класс. Тебе просто сейчас захотела клубнику полить, открыла, оп, все, клубника Класс. поливается. А здесь видишь, сколько воды. То есть даже ты находишься в теплице и можешь видеть вот это вот уровень в бочке. То есть ты Интересно. сдалека посмотрела, что закончилось. Пришла, выключила, опять набрала воды и все. Красота. Ну давай сейчас до конца доделаем ее уже. Давай. В комплекте идет такое шило. Магистраль им пробили и до щелчка вставили капельный полив этот. Это, ну, я уже соберу, мама, это уже будет тебе на всю жизнь. О, щелк. Хорошо. Все, на Дима, и оно что, днем и ночью будет поливать? Пока кран не закрою? Ну да. Нет, так вот, ты откроешь бочку, бочка закончилась вода, и все, как оно будет А, ну поливать. да. Ты сюда нальешь полную бочку, решила полить, открыла, пошла по своим делам, теплой водой полилась, Да, ты закрыла, на день опять набрала теплой воды, она накрылась, ты, например, по вечерам. хорошо. Видишь, у тебя уже полбочки. Можно его сейчас защелкнуть в землю. Хотя его и так ветром не унесет здесь. Остались лишние запчасти. Это если бы у тебя были грядки другой раскомпоновки, но ты Что значит другой раз? ну и у тебя сейчас один рядок в два ряда. А, все А понятно. если у тебя было 4, но у тебя еще там 2 Как бы- метра шланга есть, далеко, можешь добавить осенью еще. Вот. Я так и сделаю. Еще добавь дальше и все. Все, можно включать, пошли. Пошли. Видишь, бочка воды сейчас полностью, полная, да, видишь? Внутри Да. полная и до сюда, да? Включай, все. Включай, поливай. Включай. Все, иди гуляй, своими делами занимайся. Не, я посмотрю. Если она за день нагреется, будет теплая Да. вода. Может, поэтому у меня такая клубника никудышняя. А ты ее холодная? Да. Так я вот сейчас это вставлял, да, это как в пустыне, тут Да. чернозем, он горячий. А холодной водой все стресс для растения. Ну вот смотри, у тебя до сюда, тебе можно еще посадить раз, два метра, то есть еще можешь, да, кустиков 10 сюда добавить еще в ту сторону. А здесь наоборот разрядить, тут вот этих 5 кустов вырви, и все будет. И теперь у тебя, смотри, поливается под куст клубника, Да, а сама клубника не будет влажная, не будет гнить. да, класс. Класс. Такой сеточки в решеточке такой. Если вас заинтересовала система полива «Жук», то ссылочку оставлю в описании под этим роликом. А ты куда? Индюшатам. Они ж маленькие, им нарежу лучше. Лук зеленый, я много им не даю. Лучше чаще, они закатывают. О, Ваня скосил. Молодец, да? Один раз я в этом году, один раз Ваня. Уже у нас есть большой помощник. Тут даже шишки мягкие. Это временно.
Интересно, какие осенью грибы под ней вырастут? Боровики? Нет, маслята. Давайте хотя бы в этой комнате сегодня. Красиво? Нет? Не красиво? Не хватает кровати. И вы представляете, когда мы сюда занесем зеленую кровать, зеленый комод и зеленый шкаф? А тут сюда осталось только плинтуса, двери и кровать, и все, и можно жить. Как вы думаете, я здесь переночую хоть раз в жизни? Когда мне ночевать, я чаще в палатке ночую, чем где-то. Мы дом на дереве построили 2 или 3 года назад, я ни разу не ночевал. Мы. Ну, Валя тоже не ночевала, да. И здесь, наверное, не переночуем. Но если переночуем, мы обязательно вам покажем. Вот если переночуем в домике на дереве или здесь, покажем. Ну, темп такой, вот такой вот, шухерной. Строим. Некогда. Некогда поночевать. Плохо, что мы поспешили, эти плинтуса купили, и прошло 2 недели, и вернуть их уже нельзя. Ну, хотя бы некоторые комнаты сделаем. Пускай вот это вот вымя грязное, какое-то черное. О! Так это защитные колпачки. Все, ремонт сделан уже, можно их снимать. О, а теперь регулируешь. Больше, меньше, да? Все, можно их выкинуть и не помыть. У нас гости. Батарею помой. Слышишь, гость Вилана испугалась только что шевелящуюся тарелинку. Волкодав. Ты молодец, у тебя все получается. Ну так себе. Умница. Ты когда хвалишь, я просто летаю. Я вот сейчас хотел на руках пойти, прям в другую комнату. Но сил нету. Нет, вот так секунду думал, наверное, опять выпендривается, но ему нафиг, я пойду ногами. Это все равно закроется, не будет видно. Оно все равно, смотрите, от болгарки шов как будто по заводу отрезали, да? От ножниц такого нету. Эту сторону не буду делать. Потому что хоть сюда и влазит цельный, да, Валентина, смотри, влазит цельный. Тут получается, мы не знаем, какой будет у нас наличник. И я не знаю, сколько отсюда начать. А начинать лучше от наличника, чтобы этот кусочек дозоченный был вот здесь за шторой, да? А не на видном месте. Да. Поэтому пускай как вот и будет здесь приложим. И там то же самое.
И там то же самое. Потом от наличника начнем. И доточим вот здесь вот маленько. Да, вот тебе еще один кусочек осталось. Да, вот это перекрывать. Поехали дерево валить. Я ему сказал, там забор разобрать, и говорю, сейчас завалю дерево. Эта комната готова, можно сказать, на 100%. Мебелька. Да, двери и зеленый гарнитурчик. Сестра Аня здесь была на нашем доме, наверное, раза 3-4. И вот неделю назад мы сюда приехала. Ну, я говорю, ну что, как, тебе нравится? Он такой смотрит на люстру и говорит, а что вы люстры повесили? Это же, говорит, аксессуар, он вешается в последнюю очередь, да? А мы уже к этим люстрам даже уже карнизики подобрали. Вот. Какие же такого же цвета. Вот. К люстрам. Вот. Такие же, да? Когда за шторами поедем? Может, действительно шторы будем после того, как кровать поставим? Поехали, вот так вот мы наездами сюда заезжаем, быстренько все делаем, полетели назад. Дима, мы когда здесь жили с тобой, мне казалось, здесь было так тихо. Тогда у нас самый крайний дом был. Самый крайний. Тут озеро, все, один сосед. А сейчас я заезжаю, здесь так шумно. Все гудят бензопилы, бензокосы. У нас в лесу, вот там действительно тихо. А как я так положу? Ты, получается, со своей стороны все ветки спилил. Теперь вся нагрузка на соседа. А мне как-то, как я уравню? Сейчас оно все на соседа идет. Как будет, так будет. Поставишь ему забор, да и все. Ну да. Я не знаю, как на него, чтобы не упало. Взяв би колечко, я б забив би зараз тут пожертва. Смотри, смотри, куда оно было направлено, посмотри. Видишь, какой спил? Оно 99%, что должно было упасть туда. Оно бы так и упало, но тут все ветки, вся крона туда, и я его как только не клонил, оно вместо того, чтобы Надо куда-то... было раньше ветки пообрезать за люди. Сейчас эти соседский забор выпрямим, я тебе говорю. Сейчас я быстрее обрежу, уберем и скажем, что ураган был. Поехали, завяжешь то же самое. Сейчас хозяйство у нас уже в темноте будет. Ты, папа, нас трошечку уморил. Это видно, чтобы люди из леса ездили деревья пилить куда-нибудь в поле. Ну ты что, тренировался в лесу? Я вот эту вот лозу, я его садил, но по колено мне даже не было. Ну вот видишь, сейчас убираешь свои поколения. Валя, представь, на том доме все сосны с березами там вырастают, тоже нам вот так вот. Да с одного дерева столько дров. Вот тут и там куча. Спасибо за услугу.
Давай, если будут еще деревья, то не звони лучше. Вот те еще надо пилить. Не надо ничего тут тебе пилить. А сено надо все пилить. Нормальные, пускай грибы растут. Пошли. И масло здесь надо брать. Такой запыханный язык. Гек, иди сюда. А что ты такой запыханный? Мы тут приехали, тут драка. Наверное, разнимал, да? Гек, иди сюда, иди павлинов разнимай. Тут пока нас не было, не загрыз, иди разгони их. Иди павлинов с руками разгони. Давай. Выгоняй их. И знает, за кем бежать. Молодец, молодец. Не давай им драк. Смотри, павлин с открытым ртом, иди с открытым ртом. Тут пока нас не было, тут драки были, да? О, смотри, какой здесь. Дик, дерутся они тут? Выгоняй его, выгоняй. Идите гулять. Так, индюшата все на месте, значит все живы, все здоровы. Что за деньки такие, просто вот так вот. А здесь так тихо. Просыпаешься в темноте, ложишься в темноте. Когда долго находишься на хуторе, уже не замечаешь этой красоты. И не слышишь этой тишины, не замечаешь пения птиц. И когда выезжаешь в деревню, и только по возвращению ты понимаешь, как же все-таки круто быть дома.
Как вы думаете, чем мы накроем наш сарай? Накроем тоже фальцевой кровлей, тоже серого цвета. Вот, если честно, вот за несколько лет, за этих 3 года, ни разу не пожалели, что у нас серая фальцевая кровля. До сих пор нравится, влюблены. И даже если бы строили еще один дом, наверное, сделали точно такой же кровлей. Так, все, я большую половину сделал. 3, 6, 7, 8. Валялся гвоздик, я его прибомбил. Чтобы конструкция была сильнее, мощнее. Дима, отпили мне вот здесь. Я уже могла закончить. Или тебе еще долго? Ну смотри, мне 2 ряда осталось. Я сейчас один положу. И тогда уже точно буду знать, где второй заканчивается. Чтобы уже ровненько-ровненько. То сейчас я 1,5 ряда, где-то минут 10. Ну давай. А ты все уже? Ну здесь уже заканчиваем. Все, остались торцы? Да. Сейчас, мне надо 15-20 минут. Все, последний ряд остался, по которому можно уже отпиливать и равняться. Будет примерно, вы знаете, как я и хотел, сантиметров 30, с той стороны также. Самое неудобно. Сидеть. Вот здесь сидела обычно. Сейчас ловлю себя на мысли, что хочется туда перейти. Хоть бы не перейти мне.
Всё. Последний кусочек. Щелк. У меня хватило тютелька в тютельку. Вот буквально капля осталась. А Да? у тебя? Это просто какое-то чудо. Знаешь почему? Ну. У меня остался всего лишь один кусочек пальца. Я до последнего не верил, что хватит. У нас еще с прошлой крыши остались вот такие планочки. Вот смотри, здесь сбоку вообще некрасиво, да? Если вот так вот ставлю, оп. О, Отлично. закроет это Так сюда. и делай, да. А? Да. А ты так сможешь их зацепить, да? Да, только надо... Сейчас я сниму пленку и зацеплю. Торцы прикрутим и можно заканчивать. Фу, осталось порядок навести. Друзья, принимаем в комментариях ваши поздравления. Потому что дровник наконец-то на 100% готов. Это первый проект этого лета. Он закончен. Причем даже и торцевые планки прибиты. И уже даже дрова туда загружены. Все? Наконец. Знаете, когда ты сделал какое-то дело, то хочется вот так вот и упасть вообще. У меня в 11 классе такое было. Я бежал 3 километра, вся школа участвовала. Я победил, но я на финише упал. Просто вот так вот, чуть сознание не потерял, просто и упал. Так сейчас хочется упасть. Доделали наконец-то. Пошли кушать готовить. Идем. Вот тут разровняли территорию. Я посеял траву, зерно, так вот, чтобы быстрее зашло. И посмотрите, кто прилетел к нам. Опять голубь. И в прошлом году какой-то прилетал, и позапрошлом. Прошлого джина съела. Это, видите, какой-то домашний, какой-то породистый голубь. Он меня не боится, он подпускает ко мне, вот на 2 метра подходит. Голубь, гусь и павлин. 3 птицы в одном кадре. Три кольца аж. Вот сейчас он от меня на 1 метр всего лишь. Идет к людям. Ну что ты, иди сюда. Ну так все руки, да? Будешь зерно кушать? На. На, ты поешь и лети отсюда. На. На. Ты давай лети отсюда, потому что мы гуся не знаем, куда девать. А тебя-то точно пчелка съест.
у нас все цыплята уже ходят по воле. Но вот пчеловода курица с цыплятами, яйца, с которых они вылупились, нам прислали аж из Минска подписчики, то она сидит здесь. Траву будете? На. Вот сидят в клетке, в заперти, и ни один не погиб, ни один не пропал. И пока не вырастут, нельзя выпускать. Ну, какие-то они не ситцевые совсем, да? Это карликовые, ну посмотрим, кто тут вырастет. Мне кажется, наши какие-то красивее были. На кого-нибудь оставим для давления крови. Пока электропастух разобран, то опять разроют все берега в пруду. Дик, ты покупаешься, потом тут вот вымазываешь лестницу. У нас сегодня интересное блюдо. Ленивые голубцы. Фарша в морозилке много. Думали, что с ним делать. Но вот самое полезное, что можно, это зафаршировать ими перцы. А, и тыкву хочешь сделать заодно? Да, я хочу тыкву запечь. Знаешь, с чем? Специями, помнишь, мы купили с тобой в Дубае. Слышишь, они сумасшедших денег тогда стоили. И ты их забыла где-то? Нет, они у меня лежали, но На черный день? жалко. Полгода. Это получается, мы тогда шли по прилавкам, они берут, макают сначала в подсолнечное масло, потом в лаваш и типа бесплатно предлагают пробовать. Вот так, подсолнечное масло, лаваш. А когда уже бесплатно дали пробовать, ты уже у нас же это, в этих условиях такая какая-то совесть пробуждается, дали попробовать, надо купить. Причем оно очень вкусное. Ну это и рассчитано. Сначала первый кусочек бесплатно, второй за полцены, а третий по полной. Так и мы купили. Вкусная очень приправа. С кунжутом. Наверное, в русской печи запечешь, да? В духовке. Так тут без печи потеешь дома.
На. На. Дик все время на Павлика нападает, когда тот хвост распуширивает. На. Не дает ему быть главным тут. Гусь стучится в окно. Тоже есть хочет. Кстати, кто из подписчиков хочет, чтобы мы гусю купили парочку? Я все. Мы, короче, уезжали на рыбалку, и папа с пчеловодом. То мы его общипаем, зарубаем, типа, стушим. Мы говорим, да, без проблем. Потому что он, типа, здесь гадит, постоянно стучит. Мы говорим, без проблем. Мы на полдороги позвонили, давай. Сказали, пускай стучит. Пусть живет. Пока живет. Летом, пока он не нервирует еще сильно. Ну, тоже стучится целыми днями, но... Есть такие баннеры. Здесь могла бы быть ваша реклама. Так вот, здесь мог бы быть гусь сейчас. Очень вкусно.
Хочешь одну? Хочу. Оно уже высохло? Ваникину с икрой. На, подержи. Голова Белкина. Белкина голова. На. Ой, икра моя. Белка, ладно, шкурку сейчас. А пивка у вас не найдется? Белка, отстань. Я покажу зрителям, какая тут красивая корка. Вот. Как будто красная. Ах, как я люблю рыбу с кишками. Потому что она жирнючая. Белка, ну? На. Ладно, поровну тебе еще кости все. Вот. Белка. Пихает тебя в живот. Белка, все правильно. Тут очень много кальция, фосфора. И молоко будет очень вкусное. Еще голову отваленной рыбы на. Ну, посмотрите, какая жирненькая, сочненькая. Такая рыба получается только, когда она засушена с кишками. Мы делаем слабосоленую, чтобы можно без пива есть. Пошли на рыбалку, а? Ерундой тут занимаемся, но Давай это съедим. Давай кого-нибудь позовем, пускай съест. Мы долго есть будем. Еще трава. Ну что, подошел наш день к концу. Всем любви, тепла, всего-всего. Пока-пока. На тебя лица нету, ты какая-то уставшая. Иди проспись, а. Всем до свидания.